Есть одно слово, которое звучит особенно уверенно. Мы. Оно кажется простым, но в нем часто прячется больше, чем кажется. Мы победили. Хотя в игре были совсем другие люди. Мы сделали прорыв. Хотя многие даже не знают, в чем он был. Это слово создает ощущение силы, сопричастности, принадлежности. Но кто такие мы? Где заканчиваюсь я, и начинается это общее, мощное мы. Человек никак не участвует в событии, не делает выбор, не несет последствий, но считает себя частью. Мы. Это дает тепло, иллюзию участия, ощущение смысла, а еще становится маской. Маской, за которой прячется одиночество или просто привычка чувствовать себя в команде, даже если команды нет. Чем громче звучит «мы», тем тише становится конкретика. И иногда за этим «мы» прячется не просто иллюзия, способ размыть ответственность. Когда решения принимаются кем-то одним, но последствий боятся все. Удобно сказать «мы решили», чтобы потом никто не знал, кто на самом деле. Мы выбрали, мы допустили, мы ошиблись. Звучит честно, но это не признание, это растворение. В этом «мы» уже нет лиц. Есть некое коллективное облако, которое вроде бы все решает. Но никто внутри этого облака не готов взять на себя вес. Это удобно, это защищает. Но именно поэтому «мы» часто используется, когда не хочется говорить «я». Потому что «я» — это конкретно, это позиция, это личный выбор. А «мы» — это размазанный силуэт, слово, в котором можно спрятаться. А иногда это «мы» — просто способ погреться в чужом свете. Чья-то победа вдруг становится общей, становится твоей. Футболисты выиграли матч, и тысячи людей по всей стране кричат «Мы победили!». Хотя они не тренировались, не падали, не рисковали, не принимали ведущих к победе решений. Не были на этом самом поле, пока игроки потели и тяжким трудом выгрызали эту победу. А они просто наблюдали с экранов, сидя на удобном диване. Ученые где-то сделали прорыв, и появляется гордое «мы придумали». Хотя 9 из 10 даже не знают, в чем была суть изобретения. Кто-то талантливый, трудолюбивый или просто упрямый. Добивается чего-то большого, и вдруг это становится частью какого-то мифического общего «мы». Люди начинают говорить так, как будто это заслуга коллектива. Хотя заслуги коллектива в этом может и не быть. А победу присвоят себе еще десятки или даже тысячи человек. Мы — это удобная упаковка, в которую можно положить чужой успех. Потому что говорить «они победили» значит остаться зрителем. А говорить «мы победили» значит на мгновение почувствовать себя частью этой победы, пусть даже на чужом поле. Но вопрос остается. Если ты не делал ничего, что могло привести к этой победе, можешь ли ты быть ее частью? Если ты присваиваешь себе чужой успех, станешь ли ты когда-нибудь автором своего? У нас есть то, у нас есть все, а что у тебя есть? К чему у тебя лично из этого всего есть доступ? У нас есть планы, у нас есть амбиции, у нас есть будущее, которое мы строим. И кажется, что все это часть твоей жизни, но если оглянуться, что из этого действительно твое? Не в общем плане, не в контексте глобальных ожиданий, а в твоей реальной жизни, в твоем выборе. Легко сказать «у нас все получится», как будто успех уже решен, и ты не должен вкладываться в него. У нас есть планы, но как ты в них участвуешь? У нас есть амбиции, а они действительно есть у тебя. У нас есть будущее, но что ты сделал лично для своего будущего? Когда ты говоришь «у нас есть», легко забыть, что за этими словами стоят конкретные действия и решения, которые требуют личного участия. Вроде бы все выглядит гладко, но на самом деле ты можешь быть частью чего-то только на словах. Проблема в том, что когда говоришь «у нас есть», не всегда видишь, что на самом деле «у нас» — это пустое место, которое каждый заполняет по-своему. Так что из всего этого есть у тебя? Не в словах, а в действиях, в решениях, в жизни, которой ты сам руководишь. Но ведь «мы» действительно имеет значение, не просто прикрытие, когда это реальная общность, а не просто абстракция. Когда слова «мы» не попытка увековечить успех чужими руками, а осознание общего пути.
Например, когда ты и твои близкие действительно преодолели трудности вместе, когда сила «мы» — это не иллюзия, а результат вашего общего вклада, всех тех мелких, но важных шагов, которые были сделаны вместе. Когда вы пережили что-то значимое, и это действительно стало вашим опытом, а не чужим достижением. Или когда команда не просто группа людей, а коллектив, который трудится ради общей цели. Когда каждый из участников вносит свой вклад. Когда каждый действительно принимает участие в процессе, а не прячется за лозунгами. Когда ты говоришь «мы», потому что это сильно и честно, это не попытка избежать ответственности или переписать себе чужие победы. Это признание того, что достижение — это результат совместных усилий. Но даже в этом случае важно помнить, каждое «мы» начинается с «я». Ты не можешь по-настоящему быть частью чего-то общего, если не принимаешь участие на личном уровне. И важно не забывать, что за каждым «мы» стоит множество индивидуальных историй, решений, усилий. И в этом контексте «мы» становится не просто словом, а реальной силой, которая объединяет тех, кто действует, тех, кто вкладывается в результат. Когда твой личный вклад становится частью чего-то более значимого. Когда ты действуешь, а не просто наблюдаешь. Когда твой выбор и усилия становятся основой для достижения общей цели. В таких случаях «мы» не теряет своей силы. Это не просто слово, это живое, реальное сообщество людей, которые действуют вместе, но каждый с осознанием своей роли и ответственности. Ты не можешь стать частью настоящего «мы», если не готов проявить инициативу и действовать в своей сфере. Это касается не только проектов и решений, но и любых других ситуаций, где важен твой личный вклад. Будь то жизнь, отношения или просто моменты, которые требуют твоего внимания, участие на личном уровне всегда играет ключевую роль. Именно от того, как ты подходишь к своим личным решениям и действиям, зависит, станешь ли ты действительно частью этого общего успеха или останешься лишь наблюдателем, обличающим чужую победу в свои слова. Прежде чем говорить «мы», всегда задавай себе вопрос, что я сделал, чтобы стать частью этого. Мы часто склонны обобщать, говорить о победах и достижениях, как будто они касаются нас всех. Но всегда ли это так? Мы победили. Мы преодолели кризис. Мы оправдали ожидания. Мы построили новую реальность. Часто слово «мы» становится удобным способом для каждого скрыться за общим лицом и сделать чужие успехи своими. Не всегда будет легко ответить, но именно в этих вопросах кроется суть. И только когда ты можешь уверенно сказать, что твой вклад действительно имеет значение, ты можешь сказать «мы» с гордостью, зная, что твое участие стало частью общей победы, а не пустыми словами, скрывающими за собой только чужие достижения.